Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что прояснится? В чем вы поставили точку, а оказалось запятая или многоточие? Какое продолжение следует? Давайте с вами узнаем. И, может быть, это какая-то была путаница, длительная история. У кого-то это касается отношений, а для других вопросы документов, работы, согласований. Мы еще пока не знаем, что нам раскроют карты, какие энергии будут для прояснения той или иной ситуации. Но давайте для этого мы сделаем сигнификацию, кто вы, что в вашей жизни происходит прямо сейчас, что о вас расскажут карты, как они видят вашу историю, насколько то, что вы услышите, откликается вашей душе. Есть ли смысл смотреть, в принципе? Итак, кто вы? Что? Что за история, которая будет проясняться у нас, правда? Или которую мы будем прояснять. Итак, что же в вашей жизни? Ага, колесо фортуны. Ну, может быть, это у кого-то из вас сейчас тоже путаница, кстати, потому что, вот смотрите, мы ведь как будто должны волшебный танец научиться танцевать на вращающемся колесе, да еще. Ну, без пуантов, на цыпочках буквально. Но и тем не менее, девушка нам показана довольная. Может быть, это у вас что-то так настолько быстро закрутилось или действительно какая-то тема пришла в движение, а предыдущий период это был даже какой-то, ну, или застой, или была длительная пауза, все вопросы какие-то не решались. Может быть, это вы сейчас где-то находитесь на эмоциональном подъеме, и это правильно, потому что по этому аркану, точнее, идут оптимисты. А вообще, я бы сказала, вот у нас сразу выпадает старший аркан, и это внешние события, которые на вас сейчас влияют. Вот давайте раскроем, что это за события, у кого что происходит. Еще одна карта скорости. И по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. Может быть, некоторые неожиданности у вас уже сейчас тоже присутствуют в вашей жизни. Смотрите, аркан силы, тут что бы ни происходило, именно извне, то, что к нам приходит, вас это делает буквально сильнее. Вот смотрите, в чем за вопрос. Две карты, по сути дела, баланса. Аркан силы тут тоже про баланс, потому что, хоть нам девушка изображена, вот именно в этой колоде такое своеобразное изображение. Обычно лев, здесь козленок, но сама девушка, словно половина лица, львиная грива. Это о чем? Эмоции у нас разные. Есть, может быть, эти эмоции, когда хочется сказать все, что мы думаем, когда мы, ну, где-то и чувствуем собственную силу, но так хочется что-то и ускорить, быстрее с чем-то разобраться. Где-то эмоции тут нам не совсем помогают, потому что ведь лев– это всегда про образ нашего эго. Да, это время возможностей, но эти возможности нужно еще предстоит сложить в какой-то красивый узор или соединить вот этот пазл, правда? И по колесу фортуны нам говорят, не теряй времени. Сейчас у тебя какой-то очень период такой продуктивный. Или когда ты можешь как и прояснить, так и, может быть, что-то оформить. Или если у кого чего вопрос касается, нам ведь два старших аркана и полный движ какой-то. Вот все, что нам показали. И мы где-то и во власти внешних событий оказываемся. Но и вас сейчас достаточно сильная позиция. И неважно, какой сферы жизни. Либо это работа, у кого-то переезда, может быть, и связанного с работой, а у кого-то это личная жизнь и тоже какое-то вот движение. Может быть, отчасти неожиданно. Вот интересно, что еще нам расскажут о вас? Да вам тут как по судьбе пройти какую-то последующую историю, выполнить определенные шаги, потому что прошлое само пытается от вас оттолкнуться. Вот кто из вас сейчас чувствует эти энергии? Может быть, посмотрите, это было связано с недавним знакомством. Или, и я тут могу, пока нам карты не говорят, что это за человек. По рыцарю чаш это может быть конкретный человек, которого вы узнали недавно. А кто-то знает давно, но до этого времени явно тут была какая-то или пауза, ну, или как-то ни шатка, ни валка шло, потому что первый аркан именно больше продвижения. И часто
Раз с этого начинается, значит, до этого момента была другая обстановка, другая ситуация. Стало быть, ну, может быть, и были какие-то паузы, были какие-то неопределенности, а это буквально вихрь перемен врывается в нашу жизнь и начинает тут все как-то по собственному усмотрению менять нас самих. Может быть, это и связано с какими-то новостями даже, которые приятные. Или когда откликается какой-то человек, может быть, это даже касается работы, но явно есть радость, радостное известие, позитивное отношение к жизни. Вот интересно. И выбор, мои дорогие. Вот смотрите, с одной стороны колесо фортуны, не теряя времени. А это карта прокрастинации, когда мы как на распутье. Направо-налево. Словно вот этот молодой человек, какую же тут чашу-то приподнять? Всего 7, а могу одну. И вот этот выбор, он бывает затруднен, и поэтому мы как будто медлим. Может быть, не буквально медлим, а это достаточно сложно нам принять, ну, такое, знаете, как холодной головой решение, потому что есть чувства, например, есть какой-то опыт. Нам карта говорит, что да, опыт тебе должен помогать. То есть еще какие-то грабли ты все-таки найти не должен, ну или не должна. Но и вот эта прокрастинация, выбор сам по себе, он не может длиться вечно. Физиологи подсчитали, что мозг наш принимает за 15 секунд. Представляете решение? А думать мы можем 15 недель, 15 дней. Ну, кто сколько думает. То есть явно выбор непростой. И знаете, в чем выбор? Первая карта, ну, предшествующая, рыцарь чаш, это эмоция. Вот до этого момента, до рыцаря, никаких эмоций. Ну, может быть, по рыцарю жезлов такой, знаете, эмоциональный драйв, такой эмоциональный подъем. Но это не про розовые очки, а вот семерка чаш, это вот как раз про них. И предыдущий рыцарь, это мы как будто раз и раскисли, раз и расслабились. В неге, в чем-то приятном. Что-то нам как будто либо светит, либо что-то пообещали, либо, ну, есть определенная доля вдохновения, хотя я точно так же допускаю, что это какой-то ваш проект, который вы, возможно, и начинали прежде где-то, да, может быть, что-то не двигалось, или был вот этот самый застой, вот сейчас как будто вот это колесо фортуны идет на подъем, мои дорогие. И, конечно, у каждого свое видение, или я бы сказала даже свое состояние, потому что кто-то вот на этом подъеме находится в тот момент, когда, ну, ничего подобного не собирался делать, потому как распланировал, допустим, ну, личной жизнью заняться. А тут вот нам ведь не говорят, что это, с чем вот крайние карты связаны. Но явно какие-то внешние события вас заставляют быстро принять решение. А для кого-то из вас это может быть еще и усталость, кстати, с учетом вот этих карт. И особенно страшный суд. Потому что это всегда, знаете, это своего рода развилка жизненная между прошлым и будущим. Да, карта, которая говорит о том, что мы выздоравливаем. У нас больше оптимизма, мы постепенно как-то себя, может быть, в кучку собираем, в хорошем смысле, потому как, может быть, прежде было много проектов, может быть, было много работы, было вообще каких-то много задач, и у каждого тут свое. У кого-то приходилось, может быть, разрываться между работой и заботами о семье или о родственниках, да, о детях. Какая-то ситуация, которая осложнялась какими-то еще внешними событиями. Вот такое впечатление, что у вас сейчас шаг за шагом что-то уже начинает, ну, знаете, как разбирается. Имеется в виду, расставляется все постепенно по местам. Ну, может быть, то, что вы получили как какую-то новость или информацию вот буквально недавно, или, я так могу предположить, кто-то уже вот куда-то себе наметил план действий, потому что рыцарь жезлов — это явно мы должны куда-то поехать или как-то откликнуться, или, может быть, было какое-то конкретное дело у вас, когда закрутилось, да, что-то? А потом это несколько так вот оно и притормозилось. Но я тут все равно вижу, финал будет, мои дорогие. Но тут и вам нужно как-то, знаете, не плашать. Почему? Смотря чего касается вопрос, вы можете контактировать с теми людьми, которые, в принципе, могут быть заинтересованы не в быстром продвижении, вот кстати. И вы можете где-то так подумать, ну, даже по-хорошему, вроде бы мы договорились, да?
Уже какое-то дело пошло в производство, назовем это так, если это вопрос касается документов, ну или каких-то соглашений, пересмотра там контрактов. А потом-то вот мы-то в таком воодушевленном состоянии находимся, а может быть, это уже человек какой-то конкретный думает. Может быть, вот эта семерка чаш, пока мы пребываем, ну, где-то в таком, в надеждах, скажем, в целом, да? А оппонент наш раздумывает. Вот ведь мы этого тоже не можем исключить. Поэтому пойдем с вами дальше. Вот насколько у вас это откликается. Ну, явно основной момент отличительный, что вы сейчас все-таки чувствуете себя на подъеме. И вы видите или чувствуете, что да, время у меня сейчас такое, что я могу либо какую-то старую проблему завершить как-то красиво, да, подвести к логическому какому-то завершению, или у кого вопросы даже в суде, вы все равно видите, что ну да, дело продвигается, это вы в силах. Или это вы вот в этой сильной позиции, когда и ваше-то слово, оно тоже веско, вот такое веское или весомое, наверное, так будет правильнее выразиться. Но и физической активности у вас тоже достаточно. Вы потому что можете сейчас соединить как свои желания или какое-то вас интересующее направление и выполнить еще определенную работу или пусть это согласование, документы. Вот давайте мы спросим, если это где-то совпадает с тем, что происходит в вашей жизни. Что скрыто сейчас? Что вы сейчас не видите, чтобы нам разобраться? Хм. А вы еще пока не видите того, что тут настолько еще может все перевернуться. Единственное, я бы сказала, раз уже колесо фортуны выпало, где-то это воодушевление, оно, это дело, конечно, хорошее. Но вам, скорее всего, придется переключиться с этого воодушевления на холодную голову, мои дорогие. По 16-му аркану башня будет меняться, опять же, старший аркан. Вы явно услышите какую-то новость, и это будет несколько не то, что вы ожидали услышать, мои дорогие. Вы пока этого не знаете, потому что это то, что нам не докладывают. Это мы уже видим конечный продукт. И это и будет свидетельствовать об окончании каком-то. Так, а что это для вас? Ладно, что это скрыто и чего вы пока не видите, что вам придется договариваться. Ну, в принципе, может быть, вы где-то внутренне к этому готовы. Кто знает, может быть, вам бы хотелось по десятке мечей быстрее закрыть в прошлое дверь, и вы бы уже, ну, где-то думали, что какой-то процесс, который был начат, может быть, или возобновлен недавно, он пройдет более такими, ну, скоростными темпами. Но тут вот, наверное, скорее всего, правда. Может, и придется, как бы, да, если мы говорим закрыть в прошлое дверь, но это не просто фраза речи, а тут, правда, что-то завершается. Какая-то трансформация, ведь аркан башни– трансформация. Но я тут могу допустить, что пусть вот эта ситуация такая, да, по верхним картам, она будет у кого-то напрямую с человеком или от человека, взаимодействие с ним зависеть, а у кого-то это организация, инстанции, чиновники. И вы понимаете, именно у вашего оппонента, будь то руководитель или конкретный человек, и это история личной жизни. Так вот, у этих людей тоже что-то будет меняться. Не только вы не видите, но, скорее всего, и они могут еще пока не знать, что будет какая-то ситуация, когда человека может несколько, ну, внешние события могут, скажем так, либо развернуть в другую сторону, либо дополниться какой-то информацией, когда нужно будет действовать, ну, как-то иначе. Вот именно действовать придется, ну, каким-то неопробованным методом, или что-то приходится переиграть, и одновременно согласовывать, скорее всего, с вами придется. Но это будет, я так вижу, отличаться от первоначального плана. Будьте к этому готовы. Вы пока этого не видите, да, окончание будет, но не совсем таким, как вы себе это представляете. Ладно, что еще от вас пока скрыто? Следом за этими согласованиями может показаться, что выбор, но все-таки по влюбленным мы, скорее всего, контакты продолжаем, взаимоотношения продолжаем, договариваться продолжаем. Правда, дипломатия– основа всего.
Но будут еще и те ситуации, которые, видимо, сначала опять вроде как, если мы про темп жизни говорим, да, что скрыто. Вот сейчас может быть пауза опять, да, или какой-то выбор. Потом вновь ситуация как набирает оборот, или из-за информации что-то вот закручивается, меняется, с вами что-то согласовывается, а потом следом опять какая-то пауза. Пусть она недолгая, но вам как будто надо наблюдать будет. Да. И более того, я бы даже сказала, тут может настолько все измениться, что вы сами, о чем вы мечтали, или, может быть, даже какие-то могут быть внешние события, мои дорогие. Вот вы, допустим, сейчас занимаетесь каким-то вопросом, и вы думаете, было бы неплохо, или не просто так вот с приставкой «бы», а имеется в виду, чтобы этот вопрос решился. А если решился быстрее, ну тогда еще лучше. Есть какие-то предварительные договоренности или есть какое-то предварительное обсуждение? Так вот, после этого обсуждения, как я сказала, у человека, либо, ну, у оппонента, будем говорить так, что-то меняется, и это каким-то образом влияет и на вас. Да, тут подходит к завершению какая-то тема. Но этого и не вы не видите, и не видит другой человек. Но каким-то образом, чтобы именно ваш вопрос, ну, разрешить, например, здесь придется договариваться. Или что-то вам обсуждать. Контактировать так это железно. Выстраивать какую-то... И причем при этом быть внимательным, потому что вот, может быть, вы не видите, не поддавайтесь уговорам на то, что, ну, я сейчас тут все быстро, или, допустим, вам предлагают подпиши документ, а после я очень быстро все тут решу, разрулю, например, да? Нет. Потому что тут будет какая-то пауза. А следом у нас идет аркан-отшельник. Это когда мы в одиночку какой-то вопрос решаем. Более того, а 13-й аркан — перерождение, трансформация. Тут может быть еще в дополнение, пока вы ждете, тут и еще какие-то будут либо сведения, либо обстоятельства жизни. И вы сами после этого даже можете этот вопрос либо как-то завершать в одиночку, либо вообще отказаться. Но совершенно точно та ситуация, которая была или будет даже, да, то, чего вы не увидите, может быть, это уже происходит. Может быть, это происходит, знаете, ну, где-то даже на высоком уровне, смотря чего касается. Тут ведь мы можем и не знать, например, о том, ну, что там, если это с инстанциями, смена порядка, смена каких-то лиц, может быть, должностных по аркану башни. Башня — это система, мои дорогие, или система иерархии, руководства. Вы контактировали с одним руководителем или контактировали с одним чиновником, а потом вы приходите, а там уже другой человек. И вам, возможно, придется вот для того, чтобы договориться, всю вот эту вашу историю опять заново повторять. Или какое-то должностное лицо. И, разумеется, после этого, пока там вам могут такое ответить, там какие-то согласования, ты там подожди, ну пауза явно она все равно где-то присутствует. Пусть она недолгая, но она может и затянуться с учетом аркана отшельник. Отшельник — это тоже своего рода, знаете, хоть тут нам и показана девушка, она сидит, но отшельник, он движется. Он идет, но он идет медленно. Но так или иначе нам говорят, вот эта ситуация, она все равно подойдет к концу. Но и вы-то сами тут ведь тоже, нам ведь показывают, в принципе, старшие арканы. И мы пока не знаем, вот эти 2 старших аркана, они чего, кого они касаются? Либо обстановки, либо все таки они могут быть связаны как и с человеком, но по отшельнику мы меняем жизненный путь. Поэтому тут вы сами можете что-то переиграть и изменить. А 13-й аркан как раз и говорит о том, что мы как шли в одном направлении, а потом мы пересматриваем и говорим: "Нет, вот это закончено". То есть мы сами можем тоже от чего-то отказаться. Неожиданно, правда? Так вот, что это за неожиданности такие для вас? Хочется спросить. Давайте узнаем. Что неожиданно для вас, мои дорогие? Неожиданная информация или с чем вот эта вся музыка связана? Вот что это за тональность такая?
Будут ли именно для вас эти неожиданности, или они связаны, ну, для кого-то другого, а уже вы как бы вторично в этом участвуете? Что неожиданно лично для вас, мои дорогие? А вот куда-то поехать. Вы знаете, тут как будто складывается обстановка для вас. Именно нужно совершить либо какую-то поездку, либо что-то переиграть, может быть, документы переоформить, подготовить какие-то документы, либо это к поездке, или сложится ситуация такова. Ведь все-таки прообраз башни у нас иногда тюрьма. По крайней мере, в первых картах Таро это был именно символ как какой-то старой тюрьмы, которая уже дала трещину, и вот она как раз разрушается от попадания молнии. Те люди, которые там находились за стенках, они как будто, ну вот, падают тоже, да, вот это состояние невесомости, потому что сила привычки даже, она где-то проигрывается в значении этой карты. Мы могли поддержаться за стены, а теперь мы парим, свободное парение какое-то. И поэтому вот первый момент, когда не знаешь, как поступить, вот именно невесомость. Но, видимо, недолго. Вы не будете знать, как поступить, или какой-то человек. Тут что-то может проиграться, как рушатся какие-то барьеры, шлагбаумы словно, да, открываются. Там, куда мы не могли отправиться, теперь мы сможем. У кого-то будет проигрываться так. Или какое-то дело, которое вы раньше не могли совершить, договориться. Может быть, если мы смотрим как система, подзаконные акты, которые дополнения, знаете, приложения идут к законам. И это тоже, это закон просто работает с учетом каких-то новых тенденций, понимаете? И раньше этих тенденций не было, и в сыром виде вы не могли что-то осуществить. А теперь получается, что конфигурация как бы меняется какая-то, и у вас получается возможность и подписать, и завершить, может быть, что-то, и в конечном итоге куда-то поехать. Вот у кого-то документы, связанные с поездкой, с переездом будут напрямую. Но вообще старший аркан — это у нас еще карта успеха, причем прогресса, причем быстрого, мои дорогие. Вот если мы говорим, неожиданно для вас какой-то все-таки будет прогресс. Поэтому я больше вижу уже теперь с учетом этой карты, да, будут перемены. Но для вас это будет совершенно неожиданный поворот событий. И здесь ведь тоже карта говорит, если 20-й старший аркан — избавление от боли, от страдания. И тоже нам говорят: "Ты не оборачивайся назад". То здесь то же самое: не смотри назад, не оглядывайся, тебе отсюда только полный вперед. Давайте еще, что за неожиданности для вас? Здесь могут быть и известия, кстати, от ваших детей, если таковые имеются, или, в принципе, какое-то известие. Потому что пажи — это у нас еще и всегда вестники, которые буквально нам приносят какую-то весть. Ну, в наше современное время это может быть информация, хоть и в средствах массовой информации, или получение буквально какого-то документа, пакета, да, или звонок, СМС-сообщение в мессенджерах. Ну, в любом случае, какую-то информацию вы получаете. Но все-таки вы посмотрите, аркан колесница, если нам тоже говорят, как ситуация убыстряется. Может быть, что-то и встало на паузу. Вот, кстати, второй ряд карт для кого-то может проиграться, что вроде, да, мы говорим пауза, а потом вот за время этой паузы происходит вот эта трансформация, которая и будет связана с ломкой какого-то шаблона, изменением, ну вот, системы, приказов, каких-то, может быть, законодательных актов. И после этого, кстати, перерождение и будет означать совершенно новый путь. Почему вижу? Вот посмотрите, очень добрый триплет. С одной стороны, по аркану колесницы я все сказала, или, ну, самое основное, а шестерка пентаклей, ведь это помощь высших сил, карта финансового успеха, карта возможностей, когда мы не должны от этого отказаться. И, может быть, эти возможности приходят с учетом пажа пентаклей. Ну, паж — маленькая карта, правда? Это и мы, как новички в каком-то деле, в каком-то вопросе. Мы можем сомневаться, мы можем где-то тоже раздумывать, потому что не хватает знаний по какому-то вопросу. Нам не хватает, может быть, навыков, умений. Или когда нам приходится взаимодействовать с тем, что есть, а опыта предыдущего у нас нет. Вот какое этого пажа. Но, тем не менее, высшие силы помогают.
что неожиданно для вас. Но это вот как, знаете, жизнь, новый этап жизни даже. Вот может быть и такое. И вот смотрите, что неожиданно для вас. Сейчас мы достанем еще 2 карты. Именно в этой колоде я часто говорю. Израненное сердце. А любая тройка, тройка мечей, тем не менее, любая тройка – это карта будущего. Нам на карте обрисовывают, посмотрите, такая темная ситуация. Это то, что было в прошлом. Что есть на момент сейчас? Здоровое равнодушие. Не случайно здоровое – это в очень хорошем смысле. Потому что это раньше мы кричали от боли. Но время лечит, наверное, да, или мы адаптируемся к тому, что мы не можем изменить. И, конечно, сердце мы тоже не можем изменить. Оно как будто заштопанное, оно зажило, но шрамы, они остаются. И мы не должны обновить какой-то печальный опыт, это точно. И вот это здоровое равнодушие, ведь это холодная голова. Когда мы не пропускаем заново какую-то ситуацию через эмоции, мои дорогие, оставляем вот именно видение как нашего опыта. И в этом контексте это нам помогает правильно оценить обстановку, принять правильное решение, потому что будущее уже на пороге. Но шрамы, как будто карта передает, они будут ныть. То, что ты пережил, оно уже никуда не денется. Тебе придется идти вперед вот с этим багажом, но время от времени, как на погоду, эти шрамы могут о себе напоминать. Но это ваша сильная позиция именно потому, что вы точно знаете, как не нужно действовать и что из этого получается. Вот вам помогают как и высшие силы, так и вы сами себе помогаете каким-то опытом со знаком минус. Что неожиданно для вас еще? Неожиданно, что будет какая-то двойственная ситуация. Неожиданно то, что, может быть, не все обещания будут выполняться, и вам придется, скорее всего, корректировать планы. По аркану Луна будет неожиданная обстановка, такое для кого-то может быть, особенно если это связано с перемещениями. Вы можете оказаться в толпе. Ну, иногда толпа – это у нас вокзалы, аэропорты, да. И вот знаете, что вам нужно избегать этой толпы. Ну, по крайней мере, не должно быть той ситуации, когда меня несет толпа. Понимаете как? Всегда аркан Луна, и я в своих раскладах говорю, это когда мы чего-то не видим. Ведь только по Луне есть очертания, ореол какой-то, а вот конкретики никакой. И когда карта Луна выпадает, и, кстати, у вас вверху отшельник, который идет один. Поэтому, если есть толпа, мои дорогие, вам в другую сторону. Себя сохранять. Может быть, это даже как-то применимо к вашей работе, если что-то подобное у вас решается по части вашей деятельности. И тогда храни молчание. Иногда бывают такие, знаете, провокационные коллективы. Одна половина думает так, другая думает эдак, и бывают коалиции за руководителя, против. Вот вам ни туда, ни сюда. Вы им своим путем, как тому отшельнику. И тогда вам никто не помешает. Вот есть какая-то философия жизни, как себя сберечь. А я вам должна сказать, сберечь себя – это искусство. И, видимо, ну, по крайней мере, к этому нужно быть готовым, потому что если на неожиданности выпадает аркану Луна, здесь, знаете, мы не можем что-то делать на автоматизме. Постоянная какая-то осознанность, может быть, и напряжение. Интеллектуально почему нет? Но это мы буквально перед тем, как сделать шаг. Если бы раньше мы пошли и пошли себе, а теперь нет. Что под нашими ногами? Куда моя нога вступает? То есть, понимаете, буквально мы делаем что-то очень сознательно. К примеру, улицу переходим. Не там, где всегда, а там, где положено. Или если мы выполняем даже какие-то мелкие манипуляции, мы не делаем это на автоматизме. Мы смотрим, что делают наши руки. И вообще как-то более предметно участвуем в том процессе, которым мы занимаемся. Я должна сказать, такая тактика укрепляет ваши позиции. И еще один момент. Какие бы ни были неожиданности, не рассказывайте о себе много. Вас будет защищать, сохранять тот факт, когда вы немножко сами на своей волне. Вот этот черный кот
возле ног королевы. Это как символ хранить молчание и тайну. Ведь королева жезлов тем и сильна, что она умеет хранить секреты свои и чужие, и поэтому ей доверяют больше. Поэтому и информацию она быстрее получает, и более... Пусть она даже разная, но она правильно умеет работать с информацией. Но для людей она не открытая книга, и поэтому это тоже определенная позиция неуязвимости, когда вас нельзя просчитать. Что вы там надумали, наметили? Вот молчание, видимо, золото в какой-то ближайший период. И чем еще отличается королева жезлов? Она умеет правильно распорядиться деньгами. Вот с деньгами тоже будьте внимательны и осторожны, мои дорогие. Для чего-то вам все вот это надо, ну правда? Ведь деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Не деньги ради денег. И судя по тому, что у вас выпадает столько старших арканов, значит, я могу, мои дорогие, предположить, что будет конкретная ситуация, когда вам нужны будут деньги. Я имею в виду, ну, тут ведь какую-то движуху нам буквально показывают, и, может быть, для вас, ну, не остаться вот так на бабах тоже не последнее дело. Ладно, давайте будем дальше идти. Что же случится или произойдет? Из разряда чего вы не знаете, а это все-таки случится. Потому что очень интересно по аркану Луна. Что случится или произойдет. И есть какое-то взаимодействие, соглашение, любовь. Вот смотрите, чего бы тут ни касалось, вы пока не видите, да, но тем не менее какие-то согласования будут, подписания договоров будут. У кого что, вот, да, кто тут что загадал, по самой первой позиции, кто поставил себе что в план. Вот если это где-то на согласиях, точнее соглашениях, тут, скорее всего, явно бумаги, потому что аркан справедливость. И значит, это заключение контрактов. Может быть, и по работе у кого-то, может быть, брачные контракты. Или это буквально вопросы в суде, вот как я говорила. Значит, тут тоже либо медиаторство можно завершить, либо завершить какую-то спорную ситуацию, может быть, касаемую чиновников. Или, пусть не спорная ситуация, но какая-то долго тянущаяся. Вот здесь, скорее всего, соглашение по справедливости, мои дорогие. Что случится или произойдет. Ну, смотрите, аркан, еще один старший аркан, Иерофант. И эта ситуация нам по судьбе и по справедливости, может быть, не совсем в том контексте, как вы себе это представляли, но явно вот это соглашение или подписание бумаги, или пусть это касается личной жизни, все-таки это аркан любви, когда тут тоже что-то будет ну, подведено к определенному знаменателю, но в том контексте, что это будет именно справедливое решение. И это, знаете, как буквально может быть суд и какой-то вот вселенский суд. Когда вот, понимаете, то, что, ну, как то, что вам принадлежит, не забирает никто, буквально. Потому что по аркану Иерофант очень часто и проходит, кстати, важное согласование, или есть еще и судьбоносный, безусловно, момент, когда и нам приходится где-то учитывать некоторые позиции, учиться, в принципе. Потому что это учитель, ну, где-то это тот учитель, который и готов учиться быть учеником тоже. Вся наша жизнь. Мы учимся все время чему-то новому. И вот этот вот путь вам еще предстоит пройти. Может быть, это как у высших сил, мои дорогие. На вас большие планы. Какая-то есть у вас миссия. И, может быть, так вот складываются именно события. Вы можете всего не видеть, но вас судьба ведет вот этой ступенькой наверх. Именно по своему какому-то сценарию, а не по вашему. Или, по крайней мере, с какой-то коррекцией ваших планов. И это будет справедливо. Ну, давайте узнаем, что же случится, произойдет, чего вы пока не знаете. Будут контакты с людьми, на которых не очень-то понадеешься. Будет очень разрозненная информация. А вверху у нас, посмотрите, тройка мечей. Вот именно опыт, как я говорила, вам помогает, ну, как будто не пролоббировать на чьи-то пустые обещания или на какую-то искаженную информацию. Доверяй, но проверяй. Конкретно так. Тем не менее, посмотрите, вверху аркан Луна, и мы с вами говорили, избегай толпы, и вообще, в принципе, как-то ты себя береги. Вот по четверке мечей мы буквально складываем оружие, или когда мы сами
Ну, можем где-то уединиться буквально в отдельное помещение, или отойти от какого-то дела, или выйти из толпы, опять же, или как-то сделать что-то по-своему, но не в плане вот именно вы работаете, а когда вы даже больше просто бездействуете, но это вам каким-то образом помогает. Может быть, какое-то дело вы сами поставите на паузу. Вот, кстати, мне не совсем было понятно, почему после паузы, да, и у нас идет отшельник. Я сказала, что вы сами можете отказаться. Так вот, сначала вы сами можете что-то поставить на паузу, или из-за вынужденного какого-то ожидания вы сами можете передумать. Правда, будьте готовы к этому. Может быть, человек поведет себя именно так, что это будет напоминать какую-то грустную историю, и вы можете подумать, ну вот, опять 35, опять все заново закрутилось. Я уже там был или была, я уже все про это знаю, я больше не хочу себе такой боли. Понимаете? И это будет побудительный мотив, что это вы как будто отстранитесь либо от дела, либо захотите как минимум взять паузу, чтобы продумать, зачем, к чему это все идет. И вообще, что уже теперешняя сложившаяся обстановка представляет, что случится или произойдет еще. Вы знаете, правда, все равно все что-то завершится. Под конец карта праздника выпадает именно в этой колоде. Здесь именно взаимодействие и праздник. Но если праздник как завершение дела, да, вот как какая-то победа или когда, ну, мы остаемся чем-то довольны, да, и вот у нас получается что-то осуществить, и по этой причине праздник. Тут все равно праздник не совсем такой, как вы себе это представляли. 13-й аркан. Тут будет другая какая-то обстановка, другие условности, другие договоренности, какой-то иной контекст, мои дорогие. Что прояснится? Что прояснится? Может быть, какая правда откроется? Возможно, это будет связано с тем, что еще какая-то новость появится неожиданно, может быть, и человек. Так вот, что же прояснится? С чем это связано, прояснение? Вы можете куда-то отправиться, кто-то из вас будет менять работу. Вам придется действовать, кстати, ну, не совсем так, как вам это привычно, потому что мы всегда по шестерке мечей, ну, как искусство первого шага, словно исследуем непознанную землю, да причем и без карты. Это карта мужества, но и одновременно это карта заслуженного успеха. Приготовьтесь к тому, что да, тут будет либо какая-то информация или необходимость куда-то поехать. Для кого-то поехать очень далеко, вообще аркан мир. Может быть, это будет достигнуто, как я уже говорила, вот башня это разрушается. То, что уже было как будто склеено или держалось там словно еле-еле, да, ну, пришло время разрушиться, и значит для вас это тоже как барьер какой-то падает, потому что по аркану мир нет ничего невозможного. Может быть, это вы куда-то поедете, возможно, это конечное или согласование, или какая-то важная встреча, важные диалоги, важные соглашения, важные бумаги. Может быть, это у кого-то, вот кто меня сейчас смотрит, а у вас на кону ипотечный кредит, тогда вы его получите. Кто-то будет, наоборот, закрывать какие-то кредиты. По аркану мир мы достигаем вот того итога, к которому мы стремились. И понятно, у каждого свой. А по королю Пентаклей, это если личная жизнь, то это те люди, которые, ну, готовы брать ответственность. Да, это король Пентаклей, великий консерватор. Он любит так, как вот он любит. Все-таки есть такой момент. Но, тем не менее, это карта надежного человека, на которого можно положиться. Одновременно это может лицо официальное, которое при статусе, это может быть работник банка. Вот почему я говорю, потому что как Пентакли же все-таки у нас король, и значит какая-то денежная тема, она все-таки присутствует. Ну, пусть это будет как эквивалент. Для кого-то это вопросы жилья, а для кого-то это конкретный человек. Тут может быть даже такая история, когда человек влюблен в вас, мои дорогие. Я бы не сказала, что это такая вот любовь, да, больше про чувства. Хотя
карта любви у вас выпадала. Но я бы сказала тут ревность. Любовь до ревности у кого-то может быть, что прояснится. Что может быть сложная ситуация в личной жизни, но она будет обусловлена с тем, что даже, к примеру, человек именно захочет с вами построение отношений, потому что, ну, кто знает, и такие случаи бывают, он поймет, что, ну, такое сильное притяжение имеет, чувствует к вам. Если меня смотрят, например, девушки, женщины, хотя и мы можем быть в такой же зависимой ситуации, почему нет? Но тогда вот именно в плане, как ревность, да, не хочу упускать свое. Консерватор, он не собирается терять свое, поэтому элемент ревности может быть. Но тем не менее по восьмерке жезлов словно какая-то ситуация врывается, может быть, с информацией. Еще дополнительно приходят какие-то новости, сведения, внешняя обстановка. Вот как тысячи дорог сходятся в одной точке. И вы уже точно понимаете, к чему это все идет. Тут, правда, две карты возможностей. Даже я бы сказала 3. Но если здесь, тут от нашей решимости все зависит. Может быть, и у вас будет какая-то такая спорная ситуация, и с одной стороны вам это знакомо или знаком человек, а с другой стороны есть и такой момент, когда, ну, не все вам может нравиться, но еще и внешние я тут вижу события, если мы говорим, что прояснится. И тут могут проясниться по последнему ряду многие ситуации, как и по финансам, к примеру, да. Ситуация связана конкретно с поездкой или переездом. Причем у кого-то поближе, у кого-то далеко. У кого-то ситуация по отношениям тоже прояснится. Но более того, у кого-то, если были сложные отношения, тут можно и помириться, и явно будет еще какая-то внешняя деталь или какая-то новость, которая наоборот может ускорить ваше либо примирение, либо какое-то важное решение, что отношения мы продолжаем. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за ваши комментарии, благодарю за то, что вы мне пишете очень душевно, подробно. И у меня тогда другое представление, поскольку когда я раскладываю карты, я часто пытаюсь сориентироваться, что же это в реальной жизни, или перекладывая на разные сферы жизни, как эти карты могут проиграться. И вы мое вдохновение, и ваши комментарии дают мне определенную поддержку, потому что, да, я вижу, что у большинства из вас эти карты, наши расклады откликаются в душе. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Даже из какой-то совершенно патовой ситуации есть неожиданный выход.